Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сырники без муки, запеченные в духовке. Можно добавить любые ягоды. Это идеальный завтрак, такой простой и вкусный. Их можно подать с медом, со сметаной или со свежими ягодами и фруктами. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Выпекать сырники я буду в формах для маффинов. Хорошо промазала все ячейки сливочным маслом и теперь присыпаю мукой. Излишки муки стряхиваю. Готовлю тесто. Лучше это делать вот в таком большом кувшине, так удобнее будет наливать его в формы. Перекладываю в кувшин творог. Для моего рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю 4 крупных яйца. Вес яйца со скорлупой составляет примерно 70-72 грамма. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Добавляю полную столовую ложку кукурузного крахмала. Это 20 граммов. И обязательно надо ароматизировать тесто, так как в нем много яиц. Я добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. И также натру на терке цедру одного лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. Я считаю, что лучший завтрак – это творог. Но творог каждый день – это немножко скучно. Поэтому хочется иногда приготовить какую-то вкусную выпечку с творогом. А что вы чаще всего готовите на завтрак для своих родных? Пробиваю все погружным блендером до однородности. Получается вот такая однородная и довольно жидкая масса. Разливаю ее по формам. Этого теста как раз хватает, чтобы заполнить 12 ячеек. Также по желанию можно добавить любые ягоды. У меня голубика. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды. Все, что у вас на данный момент есть. И теперь я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. И вот, друзья, посмотрите, какие классные сырники получились. Можно сказать, даже мини-чизкейки. И как все это быстро и просто. Сейчас, конечно, эта творожная масса немного осядет. Так и должно быть. Сверху можно все слегка присыпать сахарной пудрой. Подаем или теплые, или холодные сырники к столу. Но, на мой взгляд, они вкуснее даже когда остынут. Поэтому можно готовить этот завтрак с вечера. Сырники в формочках получились просто великолепные. Очень нежные и вкусные. Обязательно их приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Язикук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!